Здравствуйте, мальчики и девочки. Узнали меня? Да, это я, Дедушка Мороз. Всю неделю я развозил подарки по вашим домам. Хорошим деткам привозил подарки, поздравлял с Новым годом. И вот, наконец-то, я освободился и могу сыграть со зрителями канала Евгения Шувалова в шахматы. Да, Евгений давно звал меня сыграть со зрителями еще 31 декабря, но вы понимаете, что я был очень занят. Очень занят и не мог, и так совсем не мог бросить я свою работу, своих детишек. Но вот сейчас я более-менее освободился и смогу сыграть в шахматы со всеми желающими. Еще раз приветствую всех, кто только подключается. С вами Дедушка Мороз. И давайте немножко поиграем в шахматы, посмотрим, что из этого получится. А поможет мне в этом Евгений и сайт Личес. Ну, что я хочу сказать про этот сайт. Играю я здесь первый раз, так что вы не обессудьте, если что-то пойдет не так. Ну и, конечно же, надеюсь на вашу активность. Надеюсь на активность с вашей стороны. Как тут играть-то вообще? Что надо нажать? Вызов. Давайте по 3 минуты или 3 плюс 2. Давайте попробуем. 3 минуты плюс 2 секунды. Ну что ж, вот я играю с предыдущим годом. Дув-дув. 2018 у него рейтинг. Попробую сыграть. Начинаю ходом коняшки. Ну и может быть начнем ходом Е4. Сыграем по центру вот таким вот способом. Так. Оба коня вышли в бой. Как нас учили играть, фигуру выводим, короля прячем в короткую сторону. И дальше будем играть на победу. Как там это лучше? Ладья может еще пойти. На открытое поле подкрепить пешку Е4. Ну вот, к сожалению, дальше пешечка не идет. Можно попробовать здесь немножко захватить пространство на ферзевом фланге. Чуть-чуть расшириться. Ну, может быть, еще даже чуть-чуть. Вот пешка вообще зашла у меня далеко, аж на поле опять. Ну, а дальше что, пока не знаю. Сделаю пока форточку. Буду пока стоять. Пешка d4 может быть слабостью у меня. Попробую-ка защитить ее слоном. Так, защитили. Сразу хочу сказать, что все, кто хочет сыграть Дедушку Мороза, и будут иметь сегодня такую возможность, но для этого, дети мои, вам нужно будет вызвать меня на игру. Как меня вызвать, написано в описании к видео. Пока напал на ферзя. На ферзика напал. Тут еще надо, очень важно, не зевнуть пешечку на Е4. Мы же видим, как сильно напали черные на эту пешку. Давайте, может, отойду коньком. Лишний раз подкреплю пешку на Е4. Ой, заговорился. Конь же, что же делать? Я ж так могу остаться без фигуры, да? Что же делать, как же быть? Ладно, забрал. На b5 зевнул коня. Ну и сразу стало совсем плохо как-то мне. Да, дедушка растерялся. Ну ничего, будем собирать дровишки по весне. Посмотрим, что получится. Пока напал на пешечку на d6. Защитили пешечку. Что же дальше делать дедушке-то? Не видно какой-то игры. Давайте попробуем связать пока коняшку. Будем вот так вот вызывать на себя. Отойду, не буду размениваться. Отойду. Ну, может, конечно, он дальше пешкой на меня гнать, загонит меня совсем на g3. Ну, что поделать, приходится так играть. Что-то сейчас конь у меня через g3 куда-нибудь пойдет. Вот сюда вот сначала.
Ну, может быть, где-нибудь сюда смогу его на F5 перевести. Очень уверенно играет. Очень уверенно, не могу с ним бороться. Ладно, надо слона выводить обратно в игру, а то совсем уж играю без фигур. Давайте слон обратно в игру возвращается. Теперь пешка висит на d3. Ну что ж такое? Надо защищаться. Защищаться ладьей. Без фигуры играет дедушка, зевнул старый. Не видно вообще какой-то компенсации у меня. Давай попробуем подрывать на королевском фланге. Ну, может быть, что-нибудь да будет здесь. Хоть какая-то игра. Нет, не дает никакой игры. Как же мне тут играть с ним? Ну, попробую пока королем сюда поставить. Может быть, по линии H. Так, мне тут предлагают взять, да? Ну ладно, забираю я две ладьи за ферзя. Ну и сразу же проблема у меня серьезная. Как-то я не обратил внимания, что будет у меня висеть и эта ладья, и это, и еще и здесь, сразу под боем. Да, ферзь очень сильная фигура. Как с ним бороться теперь? Не вижу вообще хода. Ну, давайте, шаг даже не могу объявить. Ну, вообще, предыдущий год как-то очень сильно играет. Что тут придумаешь? Как сыграть? Просто она напала одним ходом на все фигурки. И не видно, куда ходить даже. Ладно, ладно, маленькие. Не буду я здесь вас мучить. Сдается дедушка. Сдается, вот, сдаюсь. Как тут сдаться-то? Сдаюсь, ручки кверху. Ручки кверху поднимаю, признаю свое поражение. Не знаю, как сыграть. Давайте сдаться. Вот сюда нажать надо. Может быть, реванш? Реванш попробую. Попробую, может быть, получится. Нет. Что-то не идет вообще у меня игра. Ладно. Попробуем с кем-нибудь еще сыграть. А что у нас в чате-то деется? Есть кто? Сдавайся, не тяни. Голос верните. С Новым годом всех. Так, ладно. Ну что, какой есть у дедушки голос, такой и есть. Давайте попробуем разыграть какую-нибудь староиндийскую схему. Начнем-ка маркировочку. Так, не хочет староиндийскую. Да мы сразу d5. По центру бьем. Жертвуем пешечку. Так, и в этой позиции попробую подрывать еще дальше. c5 сыграю. Угу. Побить что ли на d4? Ну-ка побью-ка на d4. И скажем, e6 буду подрывать. Получится у меня здесь что-нибудь? У меня идея, может быть, где-то ферзя сюда поставить и напасть на конька и на пешечку b2. Здравствуйте, девочки и мальчики. Для тех, кто только подошел, я Дедушка Мороз, и сегодня Евгений позвал меня поиграть в шахматы. Так, смотрите, развивается, слона выводит. Ну что ж, наверное, это хороший момент для того, чтобы быть ферзем.
Ну, все, правда, он должен конем отойти, видимо, сюда, да? Отошел он конем. Что дальше? Как мне тут его подрывать-то? А, может быть, попробовать крайнюю пешку вести. Сюда, на 4 буду пешкой таранить его. Таранить буду пешечкой. Задумался мальчик. С дедушкой играть это вам не хухры-мухры. Да, тут действительно шахматы игра сложная, голова у меня кипит уже. Как бы мне дальше тут развивать свою игру? Может быть, он пешку продвинет на 4? Да, действительно, пешечка на 4 пошла. Ну что ж, тогда мы будем коня развивать сюда. Выведем конька на поле b4 и еще раз нападем на центральную пешечку. Посмотрим, что здесь будет делать белая. Так, рейтинг, какие-то непонятные слова для меня в чате. Я, деточки, не знаю, что такое рейтинг. Я вот только подарки развозить умею. Съем-ка я пешечку в центре. Разменяю-ка я конька. Ну и, видимо, смогу съесть пешечку на поле b2. Так, съесть ли пешечку на поле b2? Или, может быть, сначала слонка я выведу, нападу на ферзя. Теперь, наверное, могу еще и ладью вывести. Ну и напал на слона, да? Съем теперь пешечку на b2. Съем пешечку на b2, нападу на ладью. Ну и отойду, наверное, от греха подальше. Вот сюда вот, в центр доски. Ну что, пешечек теперь поровну. Вроде бы худшее для меня позади. Как дальше теперь играть? А давайте разменяем парочку ладей. Разменяем. И два слонка должны мне дать определенный перевес в конце игры. Но вот как этим перевесом распорядиться? По-грамотному. Может, сначала пешечку защитить на всякий случай? Так. А теперь я пойду вот сюда, вот чтобы слонком иметь возможность шах объявить. Не знаю, да, нужен ли мне этот шах. Может быть, лучше пока ферзем вот сюда вот вторгнуться. Напасть на конька и посмотреть, куда он отойдет. А отойти-то ему особо и некуда. Да. Ну что? Ура! Дедушка победил. Давайте еще с кем-нибудь сыграем партию в шахматке. Дедушка, как относитесь к Евгению Шувалову, спрашивают меня. Ну как, Евгений вот позвал меня. Это, конечно, мальчик озорной, очень такой вот. Плохо он себя ведет в течение года, но тем не менее позвал меня поиграть со своими зрителями, и я благодарен ему за это. Теперь я могу с вами поиграть в шахматы. Посмотрим, что из этого будет. Может быть, еще Евгений меня позовет. Так, как мне тут играть-то?
Разменяться, может быть. Ладно, пока давайте фигурки развивать. Конька в центр. Побью на d4. Ну и давайте коньком перескачем на королевский фланг. Вот сюда вот попробуем. Ну не знаю, что из этого получится. Может быть, это и не очень хорошо для меня. Все-таки пешки могут и дальше идти вперед. Тролсон. Кто такой Тролсон? Не знаю такого вообще. Смотрите, как он активизируется. Ну, давайте я пока пешечку поставлю на d3. Вот снова шах, и мне приходится коньком перекрываться. Не очень удачно получилось. Ладно, попробую прогнать его. Будет он размениваться, интересно. Или может он вперед пойдет. Предлагает мне еще разменяться. Ну что ж, разменяем слонков. Разменяли. Еще разменяли. Так, и рокировочку, да? Рокировочку сделаем. Неплохо. Теперь можем как-то пытаться нападать на пешечку на центральную. Ну как на нее нападешь? Разве это можно на нее здесь напасть? Попробуем. Может ферзя куда-то переставить. Так, вот нападу на конька, вот вдруг не заметит. Напал-ка я на конька. Защитил, видит все. Ну ладно, я тогда тоже буду сдваиваться. Ладью это подведу на Е1. Да, вот так вот. Сдвоюсь по центру. Он тоже сдваивается. Ну ладно, форточку пока сделаю. Сделал форточку. Что он хочет сделать у меня тут? Пойду-ка я ферзем на G4. Хочу, может, куда-то сюда прыгнуть ферзем. Напасть. Ну, правда, это какой-то ход одноходовая угроза. А вот он тем временем создает вполне даже серьезные угрозы. Что-то я не подумал о такой возможности. Что ж делать-то? Как же бороться-то теперь? Он же может съесть сюда. Ладно, пойду вперед. Еще вперед. Да, очень обидно пропустил ударчик. И здесь теперь висит, и ладья висит. Ладно, иду дальше в атаку. Совсем неплохо что-то стало. Направляю все фигуры в бой. Так. Ну что у меня теперь? Ладья висит. Пешка у меня теперь висит, и слон у меня подвисает. Очень мне это не нравится. Ну что делать? Вообще непонятно. Напасть, может быть, ферзя, но что это мне даст, тоже не ясно. Не, ну ладью, наверное, нельзя отдавать. Давайте ладью это уйдем из-под боя. И слона, наверное, разменяем. Остались вы без двух пешек. Ну что поделать? Приходится играть без двух пешек. Еще и это подвисает. Ладно, двигаем эту пешечку вперед.
плохо. И времени у дедушки плохо, и пешек у дедушки не хватает. И мозги у дедушки совсем уже не соображают, что же делать-то. Ну-ка, может быть, сюда заброшу я ладейку свою. Заброшу ее в тыл. Вдруг что-нибудь получится. Напали. Ну ладно, я съем вот тогда пешечку. Так. Не хочется ладью уходить с обжорного ляда. Ну, может быть, придется. Напал пока на ферзя. Под связку встану. Теперь будет грозить мне всякими ходами непотребными, да? А как же мне бороться-то с ним? Непонятно. А попробую-ка я вот так вот конька запустить. Идея в том, что если ладью он побьет, то я коньком-то сюда отскочу и следующим ходом побью ферзем. Ну а так где-то может конь тут какие-то угрозы создает. Попробую-ка я вот так вот сыграть. Можно ли со мной поиграть? Да, конечно же, мальчики и девочки. Почему же нельзя-то, когда можно? Для того мы тут с вами и собрались, чтобы играть. Так, что такое? Ферзь у меня висит. Шах, ладно, даю шах. Шах ладьей. Разменчик мне, конечно, не подходит. Отойду-ка я пока. Пришлось конька отдать. Ой, мало секундочек осталось, мало секундочек. Не хочу пока меняться. Хочу я дальше здесь играть. Ну я уже без коня, да, без коня играю, совсем плохо. Так, защищаюсь. Так, нападу-ка я на ладью. И нападу, может быть, куда-то по седьмому ряду. Шах. Ушел. Напал на конька. Так, попробую-ка я уже контур какую-то затеять здесь. Назад. Ушел в угол. Обратно сюда. Много фигур, конечно, у черных прикрывают королька. Такочки. Нападу-ка я на ферзя с тылу. А теперь на конька успею напасть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мат получаю. Ну, совсем дедушка расклеился. Совсем плохо. Сдаюсь. Все плохо, мне тут плохо. Ну да, что такое? Кто-то хочет сыграть со мной, да? Давайте посмотрим. Сабзиро. О, Сабзиро, это, конечно, соперник, что надо. Давайте Сабзиро сыграю от короля сразу. А сколько у нас? 3 минуты, да, без добавления. Защищу пешечку. Разменяюсь. И нападу сразу на d5. Давайте будем вот так вот развиваться. Так, разменчики. Наверное, надо ладью, хотя неудачно. Попробую слона сюда поставить. Подкрепить лишний раз. Не видно, как играть. Может быть, вот здесь я боюсь размены и какой-нибудь прыжок на b4. Ну, вроде бы нет, вроде бы ничего такого не проходит. Так, конь d5 прыгаю.
Предлагаю меняться. Ой, дедушка закашлялся. Что здесь у нас происходит? Успею защитить петку на 2. Вроде бы успеваю. Не знаю на самом деле, может быть здесь ничего хорошего у меня и нету. Так, висит у меня пешечка, да? Ладно, защищу ее. Защищу пешечку на c3. Сабзиру, это такой соперник тоже для меня принципиальный. Попробую напасть вот на это сразу, пехотинца. Что будет, если я нападу сюда, интересно? Стопая к водочке с перцем от кашля, да? Ну хорошо, подумаю об этом. Может быть, действительно водочки хряпну между партиями. А пока на пешечку напал, хряпну пешечку. Так, ну что, предлагают побить, надо бить. Наверное, здесь. Может быть, c4 пойти. Вот интересно, такой ход не пройдет сейчас. c4, ладья, c4, ладья. А он берет, защищает, да? Ладно, тогда отойдем. Отошли мы. Что дальше? Теперь у нас тут вот подвисает. Может быть, сдваиваться начать? Попробую-ка на c2 поставить ладейку. Начать сдваиваться. Есть, правда, ход довольно сильный, b5 у него. b5 на ферзя нападать. Нет, не спеши, смотрите. Ну попробую сдвоиться еще разок. А вот это зевок, конечно, наверное. Вот правда, с чьей стороны зевочек, это еще вопросик. Ладно, съел. Опасно тут очень, да? Ладно. Защищу первый ряд пока. И пойду вперед. И дальше пойду атаковать здесь на королевском фланге. Ферзя поставлю. И вперед пошел в атаку. Давайте просто вскрываем тут все. Ага. Вскрыли немножко. Назад. Так, как же мне тут достать-то до него? Нападу-ка я на мат. Получится что, интересно? Где надо бить сюда, да? Побили. На мат напали. Ой, плохо, плохо вообще. Надо было, конечно, шаг ему отсюда давать. Но в принципе и так хорошо, и так, наверное, матует. Как же тут играть-то с ним? Попробую. Так. Не вижу, как защищаться. Шаг дал. Ой, время у меня закончилось, но
Опять дедушка плохо играет. Ладно, сыграю со следующим. Так, что тут мы сыграем-то? Давайте Е5. Что такое? Куда это? Нет, аккуратненько буду играть. Вот так вот. Отойду. Ой, это что у нас такое? Что за дивная игра, чудо дивное? Я к такому не готов. Дедушку обманули. Как это вообще возможно-то? Как такое может случиться? Мы такого не ждали. Шах. Так, шах, куда ж отойти-то? Ладно, сюда отойду. И в уголок попробую. Нельзя отдает. Господи, что такое? Что происходит? Что вообще делается? Неужели мат? Ну я такого я вообще первый раз вижу в шахматах. Что это вообще было-то, ребят? Вы прям очень сильно играете, оказывается. С вами так просто не справиться. Давайте попробуем так. Так, соберемся-ка мы здесь. Вроде бы коняшку надо выводить. А можно побить, интересно? А здесь побить можно? Попробую защитить. Ладно. Ну хоть одну партию-то я должен удержать здесь. Б4 отойду. О, еще пешечку мне отдают. Как классно. Совсем кашу деда замучил. Шах еще. Ну здесь я должен победить, конечно. Должен просто. Обязан я здесь выиграть. Попробую развить фигурки в центр. Так. Ладно. Нападу-ка я на ферзя. Смотрите, серьезная угроза. На G7 висит. Ну ладно, отступлю я. Здесь я могу разменяться же. Разменяться я могу, и вообще все будет хорошо у меня. Ну и, наверное, вот... Нет, надо слона вывести, да? Слона давайте выведем. Выведу слона, а теперь вот уже ладейка полез.
Ну-ка. Съем-ка я вот здесь. Так, отдают мне все на свете. Добрые, милые дети. Ладно, разменяемся мы. Давайте-ка ладью-ка мы выпустим. Выпустим ладью. Вот так вот укрепимся. И пойдем крайний перчик. Ну здесь-то должен же я победить-то. А, смотрите, нашел защиту. Забрал слоника. Нет, ладейку я не отдам. Ладейку не отдам, теперь пройдет моя крайняя пешечка в ферзи, и одну партию дедушка все-таки победит. Ну что ж, Сабзира снова предлагает сыграть. Давайте Сабзира сыграем. Реванш, может, попробую взять у Сабзира-то. Как тут сыграть? Давайте D4. Не знаю. Не знаю, пока фигурки уложу. Может разменяться? Еще разменяться. И на всякий случай C6 пешечку поставлю. Так. Отойду. Где-то надо следить, конечно, за жертвой на поле C6. Решить ли он такую жертву? Нет, не стал мудрить. Ну и правильно. Рокировочку тогда сделал. На всякий случай все-таки подкреплю я пешку на c6. Подкреплю ее ладьей. О, как интересно. Это он хочет что мне сделать. Неприятно что-то он затеял. Попробуй контрудар. Контрудар нанесу. Игра на уровне 3 стаканов. Ну что ж, как умею, так играю, детки дорогие. Тут спрашивают в чате у меня, кто такой Дед Мороз. Ну что ж вы, дедушки, не знаете Дедушку Мороза? Как так? Как же можно не знать-то меня? Сердечный. Попробуй-ка я связочку тут замутить. Не пускает меня на связочку. Так, ладно, защищу пока. Кстати, может там до Е4 где-то подвисало, не знаю. Защитил слона. Вот, теперь где-то до Е4 будет подвисать. То он грозит мне шахом, да? И заодно еще слон подвисает. Ладно, надо взять этого слона. Это уж больно сильный слон. Непонятно, как бороться с ним. Может быть, на d3 залезть? Ну-ка попробуем на d3. Ну, не видно дальше, как играть. b4 он хочет пойти.
Может быть, сыграю на Е8 ладьей и по открытой линии куда-нибудь залезу. Ой, зевнул. Что ж я так играю-то, деточки? Разве ж так можно? Попробую сюда залезть. Так, отойду. Что такое? Опять зеваю. Совсем расплохел. Да, все отдал дедушка. Все отдал дедушка. Надо форточку делать. Давайте чуть-чуть прикроем здесь. Не видно вообще, как играть. Пойду корольком. Без двух слонов играю. Ну, плохо, конечно, плохо. Ладно, здесь, наверное, что я могу сказать? Сдался я. Сдаюсь. Дедушка сдается. Сдается дедушка. Не знаю я, как бороться с Сабзиро. Реванш. Давайте реванш сыграем с ним сразу же. Реванш. Попробую староиндийскую защиту с ним сыграть. Белым цветом. Смотрите, как Сабзирушка-то заиграл. Сильно играет. Не видно как. Может побить на Е5? Побили, хорошо. Два слона есть у дедушки. Два слона есть. А что делать-то? Надо вскрывать позицию. Два слона вскрываем позицию. Ну-ка, побил на c5. Отлично. И ладью поставил по центру более-менее. Теперь может будет ферзя куда-нибудь метнуть. На бт, например. Он тоже решил метнуть ферзя. Ну ладно, мы метнем ферзя на бт. Нападем здесь. На этот ход отойду. Вроде бы пока ничего прям супер страшного нету. Бороться за открытую линию нужно, конечно же, бороться. Боялся до конца. На мат напал, смотрите, какой. Ну что ж, разменялись мы здесь. Мат, конечно, допускать нам невыгодно. Попробую напасть на ферзя, может быть. И защитю заодно пешечку на Е4. Куда он отойдет? И следующим ходом... Так, вот здесь-то я, наверное, чем побью, кстати? А побью-ка я ферзем. Ферзем хочу побить, следующим ходом коньком прыгнуть на d5. Вот так вот. Да, и здесь вот коньком на d5 прыгнуть, и у меня будет угроза и на c7 взятия, и может быть где-то вот этот конь будет подвисать. Посмотрим. Пассивно играешь, дед. Ну, извините, извините. Деду 1000 лет, что вы хотите? Как мне еще играть? А вот я вот связочку сделаю, смотрите. Как вам такая связочка? Нравится?
буду чуть активнее играть. Ну и сюда вот нападу на А7 или на С7. Так, могу я побить пешечку? Давайте, бью я пешечку. Вот. Уже какой-то перевес есть. Попробую-ка разменять ладьи и оставить ферзя на седьмом ряду. Правда, отдаю здесь пешку. Это, конечно, не очень хорошо. А попробую-ка я вот еще зажать его вот таким вот ходом. Зажать. Ну и, может быть, начну пешки уже надвигать. Б4. Где-то пойду. Так, куда он хочет? А здесь я могу съесть. Ага. Хитрая идея. Хитро играет. Ладно, отойду. Теперь-то я могу подменяться ферзями с поля b8. Не хочет подмениваться. А мы все равно шах. И вот так вот подменяемся ферзями. Так, разменялся. Флеш лег. Ну и здесь мне удалось все-таки у Сабзирушки реванш-то взять. Ну давайте еще партию сыграем. Сабзир. Так, ну как мне тут играть? Давайте d4 я сыграю. И слоника сразу выведу. Сабзирушка сильный соперник, конечно. Так просто его не обыграть. Такочки. Задумался Сабзирушка. Не так просто с дедом играть. Дед-то фигурки двигать умеет. Вывел коня на Е4 и сразу разменял слонов. И еще пару коней в придачу. Дед играет по-пенсионерски, в эршты сразу переходит. Переходит дед в эршты. По-пенсионерски играет. Буду Е4 проводить. Е5, потом Е4. Вот так вот. Да, а я сыграю Е5. Шишки индийские у меня. Да, у меня всякие шишки есть. И индейские, и русские. Шишек у меня очень много. Грожу пока пешку дальше задвину до Е4. Вилочку объявить. Смотрите. Может разбегаться. Разменяюсь-ка я здесь. Я же могу еще и побить куда-нибудь. Сюда вот, например, побью. Так. Ну и С6 он хочет. Защищу пешку пока. Чтобы на С6 можно было побить спокойно. Начнут сдваиваться. Так, куда он хочет-то?
какую-то игру против меня затеял. Ладно, на разменчик поставлю. Неплохо, теперь хочу коням ДТ запустить. Ну побью я, наверное, эту пешечку. Чего не взять, коль дают. И следующим ходом конька сюда на ДТ запускаю вот так вот. И разменчик коней. Или ладей. Может быть, сдвоится еще. Вот так вот. Вот. Такое, что мне нравится. Тут я могу уверенно играть. С чувством, с толком, с расстановкой. Угу. Ну-ка продвину я пешечку до F5. Попробую конька разменять. Пойдет он до этого, интересно? Нет, не хочет он конька менять. Тогда буду блокировать. Подвину крайнюю. Да, конечно, пропустил он шах. Пропустил шах конем в c5, и я здесь в пешечнике должен легко выиграть. Ну ладно, давайте посмотрим, кто-то еще хочет со мной сыграть. Картман, давайте с Картманом сыграем партийку. Это долго он меня ждет. F4, что за чудное, диво дивное. Ну сыграю-ка и E6. Ну не знаю. Давайте D5 пойду. А если я нападу вот так вот, неожиданно, сюда и сюда, и пешечку-то заберу одну. Так, и сразу ферзем обратно. Забрали одну шишечку и все, и бежим. Бежим, спасаемся. Бегством. Снова убегаем назад. Рокировочку теперь надо успеть сделать. Что такое? Шах я объявил. Закрой слоником. Предложу ему размен. Согласен меняться со мной, смотрите. Ну ладно, я когда в короткую сторону бегу, тоже убегает. Ну и пойду пешечками наступать. Пора уже пешечки вперед отправлять. Ну и дальше давайте гнать его. Вот, все пешки вперед у нас пошли. И еще вперед пешку мы сдвигаем. И такое чувство, что некуда слончику-то отойти, да? Попался он на ровном месте. Приходится его вот так вот отдавать. Ну что ж. А мы еще и на конька нападем. Пошла психическая атака на меня. Психическая атака пошла. Нападем на слоника. Ну здесь я просто на мат нападу и, видимо, защиты нету уже. Мат на поле b2 ставлю я вот так вот.
Ну что, ребятки, больше никто сыграть не хочет, давайте с кем-нибудь сыграем. 3+2. Контроль поставим. И сегодня мы сыграем в шахматы с кем-нибудь. Ярослей. Интересно. Ну-ка, как сыграть-то? Лошадкой давайте. Староиндийская защита. Интересный ход. Конем на поле d2. Теперь конь на g3 перешел. Такого я не видел еще, честно вам скажу. А попробую-ка атаковать пешечку на d4. Колпак где? Ну есть у меня колпак, но все-таки с колпаком на улице ходить надо, а здесь мы в помещении сидим, играем. Не совсем хорошо в колпаке сидеть. Начну-ка я атаковать. Пешечкой крайней, сдвигать ее дальше. На h5, потом на h4. Ну да, давайте на h4 задвинем пешечку. Хорошо. И сразу по центру нужно. И вот сюда вот конька. Нападает на меня. Ну ладно. Отступил пока. И начинаем подрывать с этого фланга. Как же мне тут достать-то до него? Может быть, слона попробовать вывести? Попробую разменять этого конька. Чем он сейчас будет бить? Задумался. Пешка съел. И теперь нападу на этого слонка. Разменяю чернопольных. Если позволит, конечно. Может он в принципе отойти, вот на f2, например. А может пешечку у меня побить. Но это опасно, пешечку бить, конечно. Пока уведу ее все-таки из-под боя. Уведу пешечку. Так. Ну, побью, наверное, разок. Побью, и теперь конька буду вести вот как-то так вот сюда. И потом сюда. Ой, вот это опасно. Это что-то я не подумал, что он может так вот напасть-то. Это я, получается, пешечку отдал, да? Может съесть, действительно съел пешечку у меня. Так, ладно, ведем дальше конька. Одну пешечку все-таки отдали. Ну и надо закрыть, наверное, здесь позицию. Закроем. И будем пытаться тут подрывать с этого фланга. Опасно. Ладно, побью здесь. Буду здесь слонов менять. И попытаться заходить с ферзевого фланга атаковать. А он тут будет g4 проводить, да? G4 действительно провел. Ладно, разменялся я.
Надо держать из последних сил. Держать всеми силами. Так, меняйся. Меняйся здесь. И выскакиваешь из зал, напал сюда. Напал на пешечку. Задумался Ярослав. Серьезные угрозы, видимо, я ему создал. Ну что, куда будет идти? Связку, смотрите. То он хочет ладьей побить. На G6. А что же мне делать-то остается? Ничего делать приходится, да? Ну давайте шах объявлю. А ничего-то как мне делать здесь? Ничего ты так просто не сделаешь. Это сейчас мне мат будут ставить. Мат же мне будут ставить здесь. Так, если я отойду. Как же мне защищаться-то? Отошел я сюда ладьей, съел. Ну ладно, надо как-то пытаться. Блин, мат тут сейчас получу. Да, дедушку забытовали. Совсем плохо, сдался тут полностью нет игры у деда. Нету у деда игры. Что ж делать-то? Как же играть-то? Не могу ничего придумать. Ну ладно, давайте реванш попробуем сыграть. Реванш. Не хочет со мной реванш. Ладно, не буду реванш. Сыграй с кем-нибудь еще. Может нам в турнирчике сыграть с какого-нибудь, как считаете, детишки? О, давайте начнем с хода Е4. Что это такое? Что такое? С Магнусом сыграй. Кто такой Магнус? Не знаю такого. Что мне тут готовят? Давайте перчиками надвигаться. Задвину-ка я здесь. И пойду конем вперед. Куда-нибудь сюда вот.
Ну, может быть, и назад отступлю. Пешечку держать на Е5. Не отдавать. Ой, отдал пешечку эту. Ну ничего страшного, здесь мы можем слоном на нее напасть. И, наверное, все-таки отыграю ее. Да, давайте отыграем эту пешечку. Вот так вот. Неплохо смотрится. Надо защищаться. Держу защиту. И 5 защитили. Теперь открытая линия для ладьи у меня есть. И по этой открытой линии буду работать. Ладьи сейчас сдвою. Или, может быть, на короля начать нападать. H4, там H5 пойду. На короля начну накручивать. Одно из двух. Магнус, говорят, чемпион мира по шахматам. Ну, Колин чемпион мира. Почему я о нем не знаю? Разве может быть такого, чтобы дед о чемпионе не знал? Как сыграть? Пойду-ка вот так вот я съем. Ага. Ну и все-таки, наверное, правда, есть такой вот ход неприятный, придется где отступать слоном. Восвояси после этого ладьей. Начну атаковать пока на этом фланге. Чемпион мира по шахматам Мегадрозд Евгений Новиков. Не знаю таких, ребята, не знаю. Евгений Новиков. Вот Шувалов меня пригласил на стрим, а Новиков меня на стрим не приглашал. Так что сложно мне сказать, кто чемпион из них. Не знаю я их в лицо. Снегурочку. Ну, Снегурочку вы звали? Не звали. Вы и деда-то, небось, не звали. Так что вот будете звать Снегурочку, придет она. А пока что дед один с вами тут играет. Так, надо разменять ладьи. Хотя бы парочку. Это тут влезет, я чувствую. Разменяем парочку. Попробую-ка я вот так вот, может быть, перекрутиться. Может быть, d4 поставить. Немцеву, как же, Немцеву я знаю, мы с ним одного возраста. С Немцевым-то знаю я его Игоря. Да, как Немцева не знать? Немцева все знают. Вот, я вот так вот хотел. Ладью подключить к защите. По третьему ряду. И теперь уже грозит где-то, может быть, ход ферзем слоном на 5. И будет это двойное нападение на ферзя и на ладью, соответственно.
Вот так вот я тут стрелочкой нарисовал. Так, ну вот давайте. Стрелочек я тут зря что рисовал. Нападу-ка я. Ну не знаю. Хочет он меня, видимо, обыграть. Разменяюсь-ка я. Здесь у меня защищено пока. Переправлю-ка я ладейку вот назад. И вот под такой вот под двойной удар заведу. Ну вот здесь-то я должен показать свою силушку богатырскую. Да, так, кто там вызывает меня на бой? Николай Жавка. Ну что ж, Коля, давай покажи свою силушку богатырскую. С4. Давайте коньком. Попробую подорвать сразу. И давайте пешечку одну подкину, чтобы саньки мои лучше ехали. Так, не хочет он забирать. Ну что ж, вот это интересно. Ладно, побью разок. И поставлю-ка я здесь слоников все-таки. Рокировочку успею сделать. Попробую-ка я пешечку на Е4, на С4 атаковать. Что будет делать Николай? Лагно, Катюша, конечно, Снегурочка видная она. Мог бы ее позвать, мог бы Лагно. Но не знаю, я сегодня здесь так в качестве эксперимента. Катюшу Лагно, может, в следующий раз позову. А пока что видите, что кони мои разбежались, пешечки я все поел. Сашу Грищука знаю, да, Лагно Катюшу знаю, хорошие деточки, хорошо вели себя в этом году. Ну, давайте с деда побьем разочек. Ну и надо, наверное, уже фигурки-то выводить. Вот выведу как фигурки. Все фигурки в бой. Не знаю, как тут точнее это играть уже. Ладью можно поставить на открытую линию. Не получается ничего. Ладно, тогда конька сюда закидываю. Хочу, может быть, ладейку дальше сюда. На Б2 куда-нибудь отправить в бой. Думает, думает Николай. Ну-ка, а вилочку? А съели? Это ж я целую ладью уже съел, получается. О, подарки пришли. Давайте зачитаем, что там пишут у нас. Давайте, давайте зачитаем. Донат в памяти канале Магнус Троллсон. Павший в неравной борьбе против Кощея Немцев и его дебюта из Шада
на коих ножках? Тоскливо, дедушка, почему звук такой плохой? Ну какой может быть вопрос к дедушке? Дедушка звук настраивать не умеет, дедушка в шахматы-то играет с трудом. Так что вы это самое, вопросы-то мне такие не задавайте. Звук плохой, звук хороший. Дедушка играет как может. Ну пойду-ка я на пешечку. Авось отдадут. Нет, не стали отдавать. Ну ладно, тогда обратно коняшка. Ну что мы тут сделаем? Разменяемся разок. Ну пойдем еще на пешечку. Ну здесь вы сами видите все, видите, что вот этот ваш слоник дальнобойный просматривает всю доску. Так что, Николай, извини, но не в этот раз. А мы пока давайте сыграем с кем-нибудь посильнее. О, Кубра, давайте с Куброй сыграем. Кубра играет со зрителями. Ха. Как нам с Куброй-то сыграть? Кубра. Так, давайте-ка ему вызов бросим. Рейтинговый давайте, классический. Шахматы. Контроль времени какой-нибудь. 3 минуты плюс 2 секунды. Давайте Кубе бросим вызов. Сыграет с нами, как вы считаете? Кубер-то? Или нет? Что за деградация? Где деградация? Где вы деградацию-то нашли? Ну что-то Куба не хочет играть. Не хочет что-то Куба. Ладно, сохраним пока вызов. Давайте еще пока с Николаем сыграем. Раз Куба играть не собирается, Коля Николай со мной будет играть. Вперед! И еще вперед. Попробуем-ка мы здесь укрепиться в центре. И вот еще вот так вот пойдем, на всякий случай. Таточки укрепляются. Что насчет подарка? Ну вот на подарочки собираю я сегодня. 50 рубликов пока только собрал. Мало, конечно, много не смогу подарить. Но во время игры подарки я раздаю знатно. То коней, то слонов. Все раздаю. Все готов отдать. Берите. Не хочу. Попробую-ка сыграть вот так вот. Переведу коника через Е2. И может быть в длинную сторону отправлюсь. Или нет. Давайте в короткую отправлюсь все-таки. В длинную что-то мне боязно идти. Стишок. Какой стишок рассказать?
Давайте, может быть, пока нападем на коника. Вот так вот укрепимся понадежнее. И, может быть, будем здесь где-нибудь пешечки надвигать дальше. Ну вот прямо здесь, например, пойду пешкой вперед. Ну, конечно, да, будут на меня нападать. Мы к этому люди привычные. Ну ничего, отойду. Отойду, пешечку защищу. И буду дальше куда-нибудь двигаться. Дед в переводе на русский это мертв. Да, да, право, вы английский знаете хорошо. Дед это мертвый. Осталось вам словарик открыть и посмотреть, что такое мороз в переводе на русский. И тогда вы будете знать, как мой логин переводится на сайте на этом бусурманском. А пока что я, может быть, попробую пешечку сюда вот задвинуть. Хочется конька как-то успеть перебросить. Может быть, скинуть одну пешечку? Нет, не получается скинуть, да? Ладно, тогда давайте через это поле. Нет, через это тоже не получается. Да что ж такое-то, никак не могу я. А может быть вот так вот получится? Ай, блин, там же шаг будет. Шаг же будет отсюда. Вот это я не рассчитал. Да, вот этот ход неприятный. И пешечку придется отдать, наверное. Ну ладно, отдали пешечку. Так, ну надо бороться за открытую линию. Боремся, не отдаем. Теперь попробую-ка я встать сюда ферзем. Может быть связка вот это будет работать и где-то удастся пробить слоном пешку на f6. Но Николай эту партию играет очень крепко. Не пускает меня никуда. Как давно в шахматы играю? Ну, бывает, поигрываю с гномами, с эльфами, с другой нечистью. Не очень давно, в принципе. Но иногда случается. Не знаю здесь, как играть. Попробую, может быть, слона вот на c5 переставить. Так, ну тогда ладью я переставляю. Раз слона не пускают, тогда попробую, может быть, ладьей куда-нибудь сюда залезть. Тоже не пущают меня. Ладненько. Стою пока тут. Шах может какой-нибудь дать. Не пущают меня шахи давать.
пешка очень играет. Ничью предложил. Ну что такое, сыграть с ничью с Николаем, как считаете? Или, может быть, все-таки побороться? Не знаю я. Конечно, пешка у него лишняя. И не видно мне тут никакой игры. Давайте попробуем побороться еще. Сыграю пешка на h5. Хотя здесь, конечно, пешка может стать слабой. Может, нападу на ладейку. Ладно, отступлю назад. Не пущает меня никуда. Что делать? Ну, еще ход назад сделаю. Хорошо стоит Николай. Все поля держит. Пешка лишняя у него. Так, ну ладьи, наверное, мы не будем менять. Закроем линию. Закрыли. А как дальше играть? Сюда отойду, из-под связочки. Нападает на пешечку на мою. Вынуждает меня вперед идти. Других ходков я тут не вижу. Пешку-то пока защищаем. Как я у Шувалова оказался? Ну, пригласил меня Евгений сыграть. Так вот я и оказался у него. Вот смотрите, уже ладьей куда-то залезает. Надо идти вперед корольком. Защитим пока. Ну, приходится меняться, да? Как же здесь сыграть теперь? Мало времени у Коля. На время играю. Не знаю, как играть, но нет тут у меня ничего. Буду тут стоять слоном, туда-сюда ходить. И, наверное, ничья будет. Да, ничейка. Ничейка. Good game, пишет мне Николай. Well played. Знал бы дед еще, что бы это значило. Ну что ж, возвращаемся на главную страницу мы. И давайте попробуем сыграть с кем-нибудь. Бросим кого-нибудь в вызов, так сказать. О, мисс Коп. Давайте сыграем. Подрываем сразу пешку c5. Ну и попробуем слона взять. Подрываем пешку на b4. Разменялись. Ну и, наверное, могу я здесь вот так вот сыграть. И вот так вот разочек сыграть. Нападаю сюда вот. Ну, взял, я тоже взял. И взял сюда конем. Удалось пешечку отыграть.
И попробую сразу коня на Е4 выбросить. Хочу, может быть, сюда вот ферзем выйти. А давайте выйдем. Коль такое дело. Давайте сразу нападем мы здесь на ладью. И побьем мы слона. Чем будем бить? Так. Ну и выводим слона тут на диагональ. Тоже готовимся к рокировочке. А попробую-ка я вот так вот отойти. Смотрите, сколько связочек здесь будет. Вот раз связочек. Вот два связочек. Ну, пока что ничему это не приводит. А если я Е4? Нет, тогда шах слоном будет, да? Шах слоном и... Ну, может быть, здесь ничего страшного, шах слоном. Давайте. Я просто отойду короликом и будет подвисать все на свете. Связочка сохраняется. Но здесь, если вот так вот, интересная игра. Я могу побить сюда, побить сюда, побить на Е4. Тут какие-то шахи, потом шах отсюда. Нет, ничего хорошего. А если защищу я ладьей? Ладьей если защищу. Давайте попробуем ладьей защитить. И тут еще один удар. Темповой. Нападаю на ферзя. И успеваю съесть коника. Ну и теперь главное мне успеть рокировочку сделать, да? Как нам ее тут делать рокировочку? Попробуем вот так вот. Так вот. И короля поставлю вот на G7. Уведу безопасного места короля. Вот, король безопасности теперь. С ладьями. Но здесь я должен победить, конечно. Правда, времени у меня мало осталось, 28 секунд. И добавления нету у меня совсем. Вот это я что-то не подумал, конечно. Ой-ой-ой. Надо быстрее играть. Быстрее стараться ходы делать. Побью-ка я сюда. И шах сразу. И еще связочку. Ну, должна быть победа здесь. Должна быть. Будем-ка мы тут дальше накручивать. Пошли вперед. Напали на пешечку F4. И давайте на большую диагональ-то переходим. Ферзя-то выигрываем. 9 секунд у меня осталось. О, успел дедушка, успел мат поставить.
Попробую реванш ему дать. Мископ. Темнокожий внук Деда Мороза. Нет, я ж, конечно, не внук Деда Мороза, я ж дед сам, раз ты не видишь. Так, ладно, давайте с кем-нибудь еще сыграем. Не хочет никто с дедом играть. Дэнни С. Пошли вперед на Дэнни, Е4. И коня на F3. Как тут бороться-то? Марца играю систему. Понадежнее надо ставить. Защитим пока на C3. Еще раз защитим. По центру поставим. Можно, наверное, прыгнуть конем в центр доски. Нет, это не ускоренный дракон. Это у нас система Марца. Так вроде бы называется. Вот мы ферзя загнали. Теперь будем здесь пешки надвигать. Еще дальше будем пешки надвигать. Задвинем все пешки сюда. И сюда еще побьем. Угу. Ну давай еще ферзя сюда накину. Хочу какой-нибудь слон b5 сыграть. Ну, например, сыграю слон b5, почему нет? Смотрите, слоны какие у меня разыгрались. И ферзю-то некуда, наверное, отступить-то будет. Разменяли парочку раз. И все равно некуда отступить. Как я Дэнни-то наколол, неожиданно. Ферзь попался. Ну вот, будете плохо себя вести, мальчики и девочки. Вот так вот ваш ферзь будет себя чувствовать. Придется им по сбой становиться, чтобы ферзя не потерять. Ну давайте еще и здесь побью тоже. Шах, конечно, есть, но это все ерунда. Победа. Кто тут вызывает меня на бой? Максим 86. Давайте сыграем. С Максимом-то. Давайте от короля пойду. Е4 пешечка. Что у нас тут? Сицилианская защита. Челябинский вариант. Бывал я в Челябинске, бывал. Далеко это. Суровые там места. С лишним ферзем Дед Мороз, конечно, силен. Что такое? Сюда меня пускают. Ладно, пока не будем туда прыгать. Сыграем конем. Защитим пешку Е4. Ну здесь меня буквально просят меня шах этот объявить.
бусурманский. Раз спросит, объявим. Да и здесь, наверное, могу разменяться разок. Ничего такого нет страшного. Ну и давайте слоника выведу. Разменяю конька на слона. Мне даже не пытаются как-то промешать этому. Тогда рокировочку сделаю. Может быть, удастся ладьей зайти вот таким вот способом. Но, правда, здесь он будет подрывать меня, наверное. Давайте пока же ты сыграю и слона попробую сюда вывести. Такая вот идейка у деда. Ну ладно, не дают меня. Ну тогда коня поставлю в центр, нападу пешку на f6, нападу на вилку. Посмотрим, как Максимка здесь будет играть. Это чистую ладью он мне отдает. Как так? Разве можно деду ладью отдавать? Дед вилки видит. Так, что-то у нас Кубра вызов не понимает. Что такое? Давайте сыграем с кем-нибудь. Да, давайте сыграем. Бросим вызов по 3 минутки. Что за диво? Дед Мороз в шахматы играет. Вот такое вот диво. Ну, он худо 13 со мной. Давайте-ка. Конь f6 я сыграю. Не хочет со мной играть. Ну что такое? С Ильшадом поиграть. Так где он есть, Ильшад? Дайте мне его сюда, сыграю с ним. Система с Е5. Не знаю такую систему. Давайте еще с кем-нибудь. Брошу вызов. О, Халсау. Давайте-ка сыграем, давайте-ка. Коньяком начну. Что у нас здесь? Будем играть такую вот систему. Закрытую. И пойду-ка я с края пешечкой. И еще отправлю-ка я родненького конька сразу вперед. В бой. В атаку. Мат ставить. Переведу-ка я сюда вот его на g3. И может быть на f5 сейчас отправлю. Не пускает. А мы нападем еще на пешечку сюда, вот наш 7. Защитил. Молодец. Тогда, ну как тут еще можно сыграть-то? Длинную рокировочку я сделаю. Длинную уйду. И начну-ка я вскрывать здесь все на свете. F4 подорву. Линию открытую займу. Так. Не знаю пока, что готовит. Дальше пойду атаковать. Теперь на F7 даже побить.
Ну как-то страшно смотрится. Неужели защитил? Вот это дает. А я назад. Нападу. Как будет играть? Нападу пока сюда. Задумался. С дедом играть, и это вам не хухры-мухры. Ну вы поняли, если сюда слоном отступит, то я собираюсь f5 сыграть и зажать слоника. Ну, видимо, вышел мой соперник из Норвегии. Вот он, Магнус, смотрите. С Магнусом вы хотели, чтобы я сыграл. Вот же он, Магнус. Вот играю я с ним прямо здесь, вот прямо сейчас, вот с Магнусом. И сдался он. Отлично. Ну что ж, давайте еще найдем соперника. Что там? Кубра. О, Дуо. Дидо. Вот это сильный игрок. Давайте французскую с ним сыграем. Защиту. Разменный вариант. Чувствуешь силу деда? Побью-ка здесь. Нападу-ка. И буду я вот так вот защищаться. И вот так вот. Так. Как здесь бороться-то с ним? Защитил пешку. Давай, может, ладью поставлю на b8, чтобы на b4 в случае чего прыгнуть. Ну вот сейчас, например, могу я на b4 прыгнуть? Такой размер я видел. Но все равно же это вилка. Вот, напал на 2. Нет, типа не вилка это. Ну как не вилка? А сюда, если я побью? Не хочу побить теперь ладьей. Вот. Вот это мне нравится, вот это по мне. Надо рокировочку сделать, я считаю. Сделаю рокировочку. И пойду-ка я конем сразу вот сюда, на h4. А все равно пойду-ка я конем на h4. Теперь хочу я ферзем пешку-то побить и шах объявить. Вот так вот мы сыграем. Отличненько. Ну и давайте дальше связочки мутить. Много ладей у меня. Как же тут бороться-то с ним? Ну давайте, ладно, разменяем слонка на коня. Не пускают. А если я отступлю?
И побью, скажем, вот здесь. Так, мат пока не грозит мне. Можно взять. Так, надо форточку бы сделать, наверное. А нет, вот хороший ход. Здесь пока ферзь контролирует. И сгоняем мы белого ферзя с поля g2. Это что такое? Смотрите, мат сейчас дед ставить будет. Вот так вот. Двойной мат. Сразу, видите, от ферзя идет шах. И от ладьи. И нету от этих двух шахов защиты. И мат мы сразу объявляем. Так, Александр, что вы тут предлагаете? Е4, С5, конь F3, конь С6, Д4, взял, Е5, конь Д5 и Д6. Запишите, очень хорошая схема за оба цвета. Ну да, челябинский вариант во всей красе. Да, действительно, схема хорошая. Что я тут могу сказать? Когда схема действительно хорошая, тут и слова с такого не молвишь. Давайте сыграем еще партийку, может быть, с кем-нибудь. Запустим в зов. Кто бы с дедом сыграл? Мистер Вокер. Давайте начнем. По Александру, по Большакову. Но меня тут же первым ходом не пустили, видите? Попробую играть итальянскую партию по классике. Интересно, а можно вот так вот итальянскую играть шахом сразу? И рокировочка. Так, взяли. И d5, наверное. Давайте ладьей. Что такое? Что за схема? Чудная. Разменялись. Напал, да? Ну мне-то как играть? Ладно, ладью и шел обратно. Надо коня немножко. Так, Андрей решил поддержать. Спасибо, Андрей. Спасибо. А попробую-ка я ферзею так вот разменять. Что из этого получится, интересно? Укрепимся. Два слоненка у меня. Тоже хочет сдвоиться. Сдвоиться хочет. Ладно, разменяюсь пару разочек. Поставлю ладью на открытую линию. Может быть, буду на пешки нападать. Конечно, вот эти сдвоенные пешки не совсем украшают здесь позицию. Надо что-то с ними делать, а что с ними делать непонятно. Отступлю пока. Может быть, сюда ладьей запрыгнуть? Ну нет, это тоже было бы не очень хорошо. Размениваемся. И играем G4. Надо пытаться здесь начать атаку свою. Вперед пешками.
защитить пешку на d5. Чуть было не отдал. Двигаем дальше пешечки. Так, задвинули свою. Можно шах, наверное, дать. И вот так вот защитить на d5 теперь. Хорошо. Теперь будем пытаться перебраться. Коня немножко обрезали, чтобы ходов у него не было. И подправили-ка мы королька. Вот сюда вот королька отправили. Ой, к сожалению. А почему нет, кстати? Единственное, надо в мат здесь не влезть. В мат постараться не влезть, и следующим ходом я смогу съесть пешечку на g6. Не, не хочу я. Я на g6 хочу съесть. Разменялись. Ладно, защищу здесь. Съем пешку на g6 все-таки. Хорошо. И пойду вперед. Как тут играть-то? Как бороться? Теперь будем эту пешку надвигать. Ой, блин. Так я могу проиграть. Ну, здесь, конечно, проиграл дед. Мало времени себе оставил. Сдаюсь. Сдаюсь я здесь. Нету тут игры для меня. Кто меня тут вызывает? Маэстро ВД. Ну что ж, давай с маэстро сыграем. Е4. Давай, маэстро, сыграй с дедом. Предлагает мне напасть. Ну давайте нападу. Посмотрим. И побью еще даже здесь. Вот смотрите, дед жертвует. Фигура. А здесь король должен выходить в центр на поле Е6. Сюда должен король идти. Но что-то не готов мой соперник оказался. Ну ладно, побью ферзем. Получится у нас вот такая вот позиция. Сыграю на всякий случай c3. Не допущу коня в центр. И буду как-то так спокойно играть. Коня на e4 поставлю. И начну здесь пешками надвигаться. Может быть даже ладьей вот так вот по третьему ряду перейду. Ладью поставил. Теперь попробую здесь надвигаться пешками.
Вот еще одна ладья у меня подключилась к игре. Не вижу каких-то угроз. Побью пешечку. Ну здесь я, наверное, разменяюсь. Не буду отдавать. Защищу пока. Ну должен выигрывать, по идее. Размен предлагает. Но этот размен остается сразу у меня с лишним конем. Здесь-то я легко должен победить. Да, кто там еще хотел со мной? Бздун-пердун. Ну что ж, бздун-пердун, сейчас-то я тебя бздую. Попробую-ка я тоже конем пойти. И подорвать попробую сразу. Ладно, побью в центр. d5. f4. Ладно, тогда конь c6. Надо тогда играть понадежнее. Вот так вот. Я рокировочку сделаю. Ну что такое? Тоже сделал рокировочку, да. Ладно, пока так сделаем ход. Подождем немножко. Разменялись, хорошо. Вот это агрессия. Разве же можно так играть агрессивно со мной? А давай сразу d5 тогда подрывать. Ну отойду. На мат что ли будет где-то нападать? Сыграю e4, закрою его. Попробую так вот перевести. Переставлю фигурки. Теперь у меня, ну этих-то я разменяю белопольных, наверное. Теперь хочу коня на e6 поставить, чтобы он ходит d4 контролировал. Ой, ой, ой. Слон d2, да. Может быть пока на c5, чтобы давить на пешку e3. Отступим. Куда хочет пойти. Попробую-ка я его здесь подорвать. Разменяюсь. И буду готовить пешечное наступление. c5. Не получается подготовить. Тогда менять слонов. Тоже не получается поменять. Ладно, не будем менять. Оставим слона чернопольного. Давить на пешку e3. Отступим
Так вот. И будем свои пешки набегать. Попробую-ка все-таки провести d4. Так, предлагают меняться мне. Ну что ж, не знаю, как правильно. А если вперед, взял пешкой. Давайте вперед иду. То как-то быстро играет вздум. Тоже вперед. Здесь могу побить. Могу сюда побить. Нет, как-то не получается пока. Сюда он пешкой побьет. Ладно, давайте поборемся пока. За линию Б, может быть. Блин, не хватает форточки, надо сделать. Для короля-то дырочку. Ну что-то позиция-то обострилась значительно. Я вам так скажу. Значительно обострилась. Пока напал на пешку d4. Нет, это я не отдам. А, видимо, придется отдать, да? Но зато я могу шахи здесь объявлять. Шахи. И сразу активизируем ладью. Хочу на второй ряд ее кинуть вот так вот. Здесь два поля осталось до превращения пешки. И пока есть эти два поля, вот не успеваю, наверное. Можно поставить ферзя сейчас шахом. Вот если бы не этот ход, то, по идее, все бы я тут успел. Но, к сожалению, не успеваю. Ферзя с шахом. Надо давать шахи. Ничью делать надо. Делаем ничью. А как ее сделаешь-то ничью-то? Так. И что? И все, и шахов нет? Вот еще шах у меня есть. А вот теперь шахов нет. Приходится так играть. Но здесь, скорее всего, проиграю. На восьмой нельзя отходить из-за мата. А если сюда пойду, то тоже мат получаю. Ну что поделать, дедушка проиграл, да. Проиграл дедушка, ничего здесь не попишешь. И у дедушки бывают тяжелые деньки. Давайте реванш сыграем. Реванш, Е4. Что за ход Б6? Защитим центральную. Рокировочку. Какая-то сицилианская защита получилась. Причем довольно мне выгодно, на мой взгляд. Мне тут просто зевают на c6. Но это все, это победа. Ну
Ну давай, решающий тогда, решающий сыграем. Е5. И d5. И d4. Просто поем пешками вперед. Не знаю, как сыграть. Конь f3. Конь f6. Попробую крайнюю пешку отправить вперед. Нет, пока не надо отдавать. Укрепим пока здесь все. b4 не допустим. Пойдем крайней пешечкой вперед. Подъем ее. Ну, наверное, есть у меня шанс отступить ладью обратно. Что b4 будет проводить? Интересно. Пока укрепим пешку e5 и против b4 что-нибудь придумаем. Хочет он. А мы вот так вот по морде. Взяли сюда. Смелое решение. Напал, да? Давайте жертву. Побили. Теперь сюда вот такой ход. Нападаем на ферзя. Побили здесь. Надо как-то еще докрутить тут. Как же докрутить-то? Нападу-ка я на конька. Заставлю его отойти и сделаю сразу длинную рокировочку. Пытается вскрыть мне тут игру. Это опасно. Может дальше пойти пешка. Ладно, размениваем слона. Защищаем. Ой, не очень удачно, наверное. Да, вот именно из-за этого хода. Но теперь еще есть ход у него вот такой. Попытаемся еще чуть-чуть поднажать. Отступим. Мат грозит. Блин, а как же мне бороться-то теперь? Сюда побил. Да, вот этот ход выигрывает.
Ну и здесь можно просто съесть, да, съесть, и, видимо, снова дедушка должен признать поражение. Ну что могу сказать? Не могу ничего придумать. Сдаюсь. Сдается дед, нету игры. Сдался. Ладно, еще разок сыграю партийку. Попытаюсь тут придумать какую-нибудь интересную залихватскую комбинацию во французской защите. Нет, французская не получается, да? Сицилианская у нас получается. Как тут играть-то? Разменяемся с конем c6. И попробуем пешку задвинуть дальше. Защитились. Не знаю, в чью это пользу. Ну, конечно, он ослабил. Поле f6. Сюда может быть... Ой, на f6 может быть получится влезть в меня. Нет, не получится на f6 влезть. Что такое? Что за игра? Как мне защитить теперь на e4? Конь висит. Может быть, ферзь c2 есть ход? Или поспешил я опять? Король f3 нужно играть. Но на король f3 там ферзь h5. g4, взятие. Не вижу, как играть. Ладно, отступай сюда. Надо для короля сделать дырочку. Отойду сюда вот. И что, опять не получается мне ничего сделать? Как-то меня переигрывают тут очень сильно. Получаю пассивно постоянно, да, правильно мне пишут. А что делать? И вновь у меня связки, перевязки, сюда связка. Нет, нехорошо это. Королем пошел вперед, вот здесь, конечно, ферзь Е4 выигрывает. Да, ну что могу сказать? Вновь бросаю руки кверху, сдаюсь. Ничего не могу сделать. Ничего. Давайте еще, может, с кем-нибудь поиграем. Играть белыми активно, а черными на уравнение. Сыграю-ка с фламенко. Черными на уравнение. Французскую защиту. Разменный вариант. Фламенко очень быстро. Надо разменяться разок. И подвязать коника. А почему я побить не могу, интересно? Побили. Теперь мне надо как-то... попробовать централизацию. Вот так вот. И нападу-ка я вот на мат. Фламенко. Посмотрим, что он будет делать.
Я бы с дедом сыграл, но на личесе не зарегистрирован. Ну что поделать? Ну, значит, не судьба, Артем Бузин. Значит, регистрируйся на личесе и в следующий раз, может быть, сыграем. А я пока других соперников поищу. Кто бы со мной еще хотел сыграть бы здесь? Mixed up. Давайте начнем. Закрытый дебют играть. Что-то с ходом Е4 у меня не задалось. Вообще с ходом Е4 что-то мне не идет. Вот, строиндийская защита. Это мы любим и умеем. Укрепим пешку d4. Что он хочет? Сюда хочет выйти? Ну и что, он пусть выходит. Так, нет, слоном хочет выйти. Но это нам не страшно. А на такой ход, да разменяюсь я просто. И еще раз разменяюсь. И пойду вперед на c5, наверное. Побью-ка я здесь. И попытаюсь пешечку-то отыграть. Правда, здесь пешечку я земнул на d4. Нехорошо. Совсем нехорошо. Ладно. Попробуем тогда лошадкой забраться. Забрались лошадкой. И пойдем вперед. Так, забрались, вперед отправились. Здесь пока все держим. Хочу лошадку подкрепить пешечкой с Е5. Ладно, вперед пошел. Вернем лошадку на место. Может быть, даже пешечку дальше отправлю на F6. Угу. Еще вперед пойду. Удалось ферзя немножко подбросить к атаке. Теперь в мои планы входит где-то ладьей перейти по третьему ряду. Ну а пока можно шахом бить. И еще шах. Ага. Как мне тут с ним бороться-то? Ну-ка попробуем ладью отправить все-таки по этому маршруту. А на такой ход мы ладейку-то разменяем. Правда, здесь есть взятие, вот это очень сильно, наверное. Да, вот это я что-то не учел. Как же я так-то? Что ж мне теперь делать-то? У меня ж теперь ферзь под боем, и ладья под боем, и уже фигуру съели. Ой, плохо дед играет. Ладно, бью ладью. И сюда бью. Вроде бы хотя бы поровну все. Ну, есть шахи, конечно. Теперь мой король тоже под атакой. Так, надо ферзя возвращать. Возвращать ферзя в игру.
Ой-ой-ой, опасно, какие моменты-то. Атакуют меня. Хорошо, что могу закрыться, да? Может, и нехорошо. А ты объявил кому шахи сюда. Так, и давайте ферзя подключим. 16 секунд у меня у деда. Вперед, вперед, вперед. Забрали. Черт возьми. Не догнал. Опять не догнал. Что такое? Да, плохо, плохо дед играет. Давай еще с кем сыграю. Может, турнирчик какой? Ну-ка, попробую. Попробую закрыто играть. Побью на d5. И сразу выйду ферзя сюда вот атаковать. Не хочет, отступает. Боится деда. Правильно делает. Дед очень опасен. Сейчас коня как запущу. Пешку как надвину. Куда он хочет? Нападать на меня. Отступаем. Разменялись. Ну, здесь мы коня запустили на e5. Немножко пространства побольше у меня. Самую малость. Побольше пространства. И два слона должны остаться. Ну что ж, как тут бороться-то? Надо пешки надвигать, наверное. Размены, дай веншпиль. Хорошо, давай веншпиль. Конька-то мы вывезали. Конек-то теперь стоит на отшибе. И отправим-ка мы другого конька атаковать. Сразу на пешечку напал. И хочу конька на d6 отправить. Попробуем. Да, на d6 конька отправляю. Теперь пешечки все слабые на ферзевом фланге. Ну, можно, наверное, побить. И начать надвигать. Что такое? Куда он хочет? Вперед. Надвигаем. Теперь хочу я сыграть слоном на c1. Но все равно сыграю слоном на c1. И закушаю вот этой пешечкой сладкой. Ой, подбой, что такое? Как так, как так? Вообще надо же было просто отойти. Да, дед слаб, дед, правду говорите. Теперь куда он хочет? Конем на c2 хочет встать. Да. И как бороться теперь непонятно вообще.
Ладно, поставил коня на c5. Конь на c2 пошел. Непонятно, как бороться. Может быть, разменяю? Абсолютно, конечно, была выигранная позиция. А теперь нужно в муках ничью делать. Деду. Ну, пешечку пока сохраняю. И буду стараться тут максимум разменять. Так, захожу-ка я. Захожу-ка. Разменялись-ка мы. Ну-ка попробую. Ну, это ничья должна быть. Ничья. Что, будет играть еще? Нет, здесь не получится. Конечно, меня обыграть. Может быть, получится выиграть, кстати, по времени-то. Могу я попробовать? 8 секунд, а у меня тут времени вагон и тележка еще. Смотрите, дед на время играет. Ничья все-таки. Ну, да, объективно, конечно, ничья здесь. Что тут еще можно придумать? Кроме как реванш. Нет, не будем реванш. Давайте еще с кем-нибудь сыграем партийку. Стоп. Стоп, машина. Давайте немножко прервемся сегодня. Устал я от вас.